Современная наука не может объяснить некоторые загадки природы. Одной из таких невероятных загадок были беспрецедентно странные взаимоотношения между диким леопардом и его добычей, коровой, которые наблюдались в деревне Антали в округе Вадодара в штате Гуджарат. История начинается летом, сразу после того, как автор присоединился к работе в кружке Вадодары в июне 2002 года. Тоже. О наблюдениях леопарда регулярно сообщали из Антоли, деревни, расположенной примерно в 20 километрах от заповедника Джамбугода и в 40 километрах от города Вадодара. В Антоле самка леопарда решила устроить привал на поле сахарного тростника, питаясь свиньями, грызунами, индийскими зайцами, домашними собаками, птицами, крупными лягушками и тому подобным, а иногда и козлятами. На орошаемых сельскохозяйственных полях большую часть времени росли высокие урожаи, что обеспечивало достаточное количество укрытий, связь с близлежащими оврагами и легкость передвижения крупных хищников. Поскольку все участки леса подвергаются интенсивному выпасу скота, леопарды не находят безопасного укрытия и уходят вглубь зарослей сахарного тростника, чтобы обезопасить своих детенышей. На самом деле поля сахарного тростника вносят значительный вклад в размножение леопардов. Иногда леопардиха уходит далеко от границы леса, чтобы выбрать такие поляны в деревнях для сбора мусора. К сентябрю 2002 года жалобы начали поступать все чаще и чаще. В результате лесничие решили что-то предпринять, чтобы решить проблему жителей деревни. Жители деревни Антали сообщили, что вечером и ночью часто видели леопарда с детенышем. Подобные жалобы были обычным делом в регионе, где конфликты между человеком и животным были обычным явлением из-за увеличения популяции леопарда и отсутствия кормовой базы в местах их обитания. В условиях фрагментированной среды обитания или в районах с дефицитом продовольствия леопард меняет местоположение и на некоторое время перемещается из первоначального места обитания в близлежащие районы, чтобы добыть пищу, доступную в определенный сезон. В такой ситуации департамент избегал отлова безобидных животных. Когда жалобы поступили к министру лесного хозяйства в Гандинагаре, министр Долат Сингх Десай попросил автора разобраться в этом вопросе. После консультаций с начальником охраны дикой природы было решено отловить животное в этом районе. Сотрудники установили клетку-ловушку с живой приманкой в подходящем месте. Первое фото и видеозапись была сделана Маноджем Таккаром, натуралистом из Вадодары. Начальник лесного управления Рохит Вьяс, почетный хранитель дикой природы Манодж Таккар, любители приключений на природе из Вадодары и их друзья провели в деревне несколько ночей и успешно поймали самку леопарда в ловушку около 2 часов ночи 20 сентября 2002 года, а ранним утром выпустили ее в близлежащий лес. Жители деревни стали свидетелями поимки леопарда и испытали огромное облегчение, но были недовольны, так как потеряли важного гостя, с которым у них сложились близкие отношения. Кроме того, леопард был для них выгоден, так как у них был высокий урожай, потому что присутствие кота в деревне защищало урожай ночью от шакалов и диких кабанов. Месяц спустя жалобы начали поступать снова. Жители деревни полагали, что пойманная леопардиха, вероятно, была матерью молодого леопарда, который бродил в этом районе. Когда лесничие и дикари посетили деревню, они услышали историю, настолько странную, что автор сначала отказался в нее поверить. В деревне господствовали потели, представители высшей касты. Представители низшей касты жили на окраине поселения, как это обычно бывает в индийских деревнях. Семья, принадлежавшая к отсталой касте, жила на окраине поселения с коровой, теленком буйволицы и 2 волами. Животные, пасшиеся на открытом поле перед домом, имели свободный доступ с сельскохозяйственных полей с 3 сторон. Старший из членов семьи, которому было около 60 лет,
Каждую ночь наблюдал, как леопард приближался к корове, и оба они бесстрашно общались. В первый день он сомневался, но на следующий день был удивлен их поведением. Когда он рассказал об этом событии, никто не поверил его рассказу. Впоследствии люди каждый день становились свидетелями неестественной драмы. Автору рассказал об этой истории сотрудник лесного управления Энрохит Вьяс, но он не верил в это, пока не стал свидетелем драмы, разыгравшейся 17 октября. Старик рассказал интересное наблюдение о том, что каждую ночь леопард приближался к определенной корове. Окрас тела, который был похож на леопардовый, на открытом поле перед его домом. Эти два животного подходили друг к другу на очень близкое расстояние и, казалось, взаимодействовали друг с другом, без какой-либо агрессии со стороны леопарда или страха со стороны коровы. Кошка и ее друг-бык встретились и, как и утверждали жители деревни, чувствовали себя совершенно непринужденно друг с другом. В поле паслись два быка и теленок-буйволицы, на которых леопард демонстративно не обращал внимания. Но, в отличие от коровы, они чувствовали себя не в своей тарелке. История о невероятной дружбе распространилась со скоростью лесного пожара, и люди из других деревень начали приезжать, чтобы стать свидетелями этого явления. Крыша соседнего дома Пука была лучшим местом для наблюдения за двумя странными друзьями. Люди говорили, что могли бы приблизиться к ним на расстояние менее 10 метров, если бы не включались вспышки фотоаппаратов. Любители дикой природы и фотографы начали регулярно посещать деревню. Были сделаны фотографии, и о случившемся было сообщено лесным властям. Ведущая английская ежедневная газета даже опубликовала эту историю на первой полосе, позаимствовав заголовок из названия популярного фильма на хинди «Ek Choti Si Love Story» — «Маленькая история любви». Но всех эта ситуация не совсем устраивала. Старейшины деревни не боялись кота, но беспокоились, что он может причинить вред ребенку в случае встречи с ним в темное время суток. Они не хотели, чтобы ему причинили вред, но, безусловно, хотели, чтобы его забрали. Люди в Дели также начали расспрашивать своих репортеров о новостях. Но полная правда так и не была опубликована, за исключением статьи, написанной автором в журнале Sanctuary Asia, выходящем в Мумбаи. Команда новостного канала потратила целую ночь на съемки драмы, но кот не предоставил никакой возможности. Деревня стала знаменитой, люди не боялись леопарда. Несколько человек, в том числе главный смотритель дикой природы Прадип Ханна, посетили деревню и стали свидетелями странного поведения леопарда. В этот период департамент лесного хозяйства решил отловить его, установив в деревне клетки. Как раз в тот момент, когда эта история привлекла столько внимания, леопард исчез примерно на неделю. Однако, когда он вернулся, натуралисты были уже под рукой, чтобы запечатлеть их отношения на пленку. Каждую ночь, обычно между 9:30 и 1, леопард приближался к корове с окрестных полей. Корова обычно поднимала уши перед появлением кошки, по-видимому, обнаруживая ее присутствие на расстоянии. Деревенские собаки тоже лаяли, оповещая о скором появлении леопарда. И когда он появлялся, кошка сначала издали осматривала окрестности, затем подходила к корове поближе, терлась о нее телом и осторожно садилась рядом. Временами было слышно, как корова издает низкий булькающий звук, который трудно описать, но, несомненно, он носил покорный характер. Два животных часто и игриво подталкивали друг друга головами. Однажды корова, казалось, разозлилась и даже сильно толкнула леопарда рогами. В ответ на это леопард просто придвинулся ближе и возобновил свое бульканье. Иногда корова лизала кошку в голову и шею. Действительно, многим наблюдателям казалось, что корова ведет себя по отношению к леопарду так, как она ведет себя по отношению к собственному детенышу. Иногда леопарду, все еще проявляющему свою подозрительность, становилось неуютно среди людей,
в том числе фотографов, и он забирался в укрытие в поле. Все ночные бдения показали, что 5-6 походов за ночь были нормой, и в одну из ночей она возвращалась не менее дюжины раз. Кроме того, если вы еще этого не сделали, пожалуйста, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик уведомления, чтобы каждый день получать вдохновение от этих историй о животных. Теперь вернемся к рассказу. Автор провел несколько ночей, наслаждаясь происходящими там странными вещами. Однажды вечером он добрался до Анталии. В 9 часов вместе с Рохитом Вьясом, Маноджем Таккаром, Татхви, РФО и другими людьми. Он установил свою камеру в хижине, где спал старик. Его стул в хижине находился примерно в 10 метрах от того места, где сидела корова. Корова была молодая, хорошего роста, красновато-коричневого окраса с белым брюшком. За исключением черных пятен на леопарде, окрас коровы не сильно отличался от окраса большой кошки. Автор ждал в хижине больше часа, и старик начал храпеть, хотя спал крепким сном. Мужчина наблюдал за поведением леопарда около 2 месяцев и знал все. Перед сном он сказал, что леопард обычно приходит около 10 часов, но иногда и раньше. Когда мы заняли свою позицию, отключилось электричество. Через некоторое время произошло какое-то движение, и мы увидели, что леопард просто сидел рядом с коровой, когда вспыхнул фонарик. Леопард ушел в темноту. Свет вспыхнул в направлении, которое обычно выбирал леопард. Для прибытия. Автор увидел большого кота, сидящего на куче рисовой травы. Один из 2 быков был привязан между коровой и кучей риса, где леопард удобно устроился. Поведение быка было иным. Он продолжал стоять, внимательно и тяжело дыша, глядя на леопарда. Большая кошка просто проигнорировала внимательные действия быка, который продолжал стоять в напряженном настроении. Для быка леопард был нежеланным и опасным, хотя он и не был таким агрессивным, каким обычно становится бык в присутствии леопарда. Возможно, после наблюдения за поведением 2 друзей бык стал меньше бояться. Корова продолжала бесстрашно сидеть, леопард снова приблизился к корове, потерся о ее тело и сел рядом с ней. Так, как обычно теленок садится рядом со своей матерью. Автор вышел из хижины и поднялся на крышу, чтобы посмотреть на разыгравшуюся драму. Ночью, примерно в 2 часа, было принято решение вернуться в Вадодару, когда леопард исчез в темноте. Во время следующего визита главного инспектора охраны дикой природы эти события были сфотографированы. Через несколько дней у 2 фотографов сложилось полное представление о появлении леопарда. Почувствовав присутствие людей, которых иногда было более 3 десятков, кошка хладнокровно приближалась к корове. Часто они играли головами, а затем садились близко друг к другу. Очень трудно объяснить общение между ними словами. Корова получила большую кошку, похожую на ее теленка, которая подошла к матери, чтобы получить ласку. Леопард сидел рядом с коровой, иногда прижимаясь к ее телу, а иногда к рту и шее коровы. В большинстве случаев это было похоже на то, как подросшая кошка сидит рядом с матерью. Иногда леопард использовал свою лапу, чтобы поставить корову на ноги. По прошествии некоторого времени животное исчезало в поле в темноте, возможно, из-за беспокойства фотографов, но через некоторое время возвращалось. Отношения между леопардом и коровой обострились, чего раньше никогда не наблюдалось и о чем не сообщалось. Часто они оба играли головами. Корова несколько раз лизнула леопарда, иногда очень сильно, покрывая всю его голову и шею. Во время наблюдения с ноября по январь сотрудники установили в стратегически важных местах 2 клетки с приманками внутри. Из-за странного поведения леопарда в качестве приманки были использованы коза, собака, щенок, курица и даже мясо. Но леопард не заходил в клетку, чтобы убить животных,
хотя и осматривал их, передвигаясь по клеткам. Операция по поимке леопарда не принесла никаких результатов. В конце концов было решено отловить животное с помощью пистолета с транквилизатором, но животное перестало появляться на месте до того, как план был приведен в действие. 20 декабря леопард ранил козу в клетке снаружи. В декабре и январе люди сообщали, что из деревень через равные промежутки времени исчезало множество щенков, поскольку зима была сезоном обилия новорожденных щенков у собак. Бог знает, возможно, сейчас сезон сбора урожая для нашего леопарда. Поскольку наблюдатели теперь почти постоянно находятся на месте, они узнали, что леопард постоянно посещал корову с 8 по 22 октября, а затем с 4 по 29 ноября. По какой-то причине в период с 30 ноября по 29 декабря леопард держался подальше, но его видели поблизости. Затем на третьей неделе января леопард, казалось, исчез, но в последнюю неделю февраля появился снова и оставался с коровой до раннего утра. Попытки отловить его в ноябре и декабре оказались тщетными. Осторожное животное упорно отказывалось заходить в клетки с приманками, хотя однажды попыталось убить козла снаружи клетки. После более чем недельных регулярных посещений кошка снова исчезла в феврале, но вернулась на 1 или 2 дня в первую неделю марта. По сообщениям местных жителей, животное также посещало соседние деревни, чтобы раздобыть еду, в основном для собак. Любители природы связывались с жителями деревни, чтобы собрать свежую информацию, но леопард не возвращался к корове по неизвестным никому причинам. Прошло несколько месяцев, но ничего не было слышно, кроме косвенных свидетельств того, что леопард время от времени посещал деревню. Люди считают, что в 2004 году деревню время от времени посещали 2 леопарда, но было трудно сказать, был ли один из них одним и тем же леопардом. Однажды леопард убил корову в деревне и частично съел ее. Возможно, он стал взрослой крупной кошкой и где-то нашел себе пару, но подтвердить это пока не удалось. Так в чем же все-таки дело? Как получилось, что хищник и жертва повели себя таким невероятным образом? Было много различных интерпретаций этого странного поведения. Некоторые предполагают, что самка леопарда, пойманная в августе, была матерью подросшей самки, которую мы наблюдали, хотя на фотографиях она выглядит вполне взрослой. Мы меньше всего знаем о привычках и поведении этих животных. Мы не в полной мере осведомлены о некоторых загадочных особенностях поведения людей. Мы не могли понять, почему леопард регулярно встречался с коровой и вел себя так, что люди не верили в это. Еще больше нас удивило, почему корова приняла своего врага и любила его так, как она любила своих телят. Автор полагает, что на молодого леопарда, возможно, повлияло отсутствие его собственной особи, и он каким-то образом обнаружил в корове некоторые материнские качества, которые могли бы успокоить его и помочь справиться без собственной матери. Пэм Лед, бывший главный смотритель дикой природы штата Нью-Йорк. Мадхья-Прадеш, который всю свою жизнь провел среди тигров и леопардов, был удивлен, узнав об этом факте. Его жена держала в своем доме тигренка, который оттуда вырос. Лед снова объяснил мнение своей жены о том, что корова, вероятно, запечатлелась в молодом леопарде в очень раннем возрасте, до того, как у него проявились и созрели охотничьи инстинкты. Возможно, это привело к необычным отношениям, поскольку корова тоже не ощущала никакой угрозы. Вполне вероятно, что корова никогда раньше не сталкивалась с леопардом и поэтому не знала, что эти двое должны были стать заклятыми врагами. Возможно, никто никогда не сможет с уверенностью сказать, что же было на самом деле, но очевидно, что поведение как коровы, так и леопарда было странным и совершенно невероятным. Природа полна сюрпризов. Возможно, здесь есть какое-то недостающее звено, и мы мало о нем знаем.